пятом пути. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Уважаемые пассажиры, начинается посадка. Бескоростной электропоезд, маршрут 810, сообщение, Новокузнецк, Санкт-Петербург, выход к поезду на третьей платформе, пятом пути, нумерация вагонов с хвоста поезда.
пассажиры. Начинается посадка. На скоростной электропоезд. Маршрут 810. Сообщение. Новокузнецк. Санкт-Петербург. Выход к поезду. На третьей платформе. В пятом пути. Нумерация вагонов с головой поезда. Заканчивается посадка. Скоростной электропоезд. Маршрут 810. Сообщение. Новокузнецк. Санкт-Петербург. Выход к поезду. На второй платформе. Третьем пути. Нумерация вагонов с головой поезда. Вы докуда? До Саратова. О, Петров вал знаете где? Слышала когда-то. Сразу после Саратова остановка будет. Ну, почти 5 часов еще ехать. Далековато. 200 километров на юг. Считается, что далеко. Часто вообще в Саратов на машине катаюсь. А живете в Саратове и про Петров вал не слышали? Нет, я редко в Саратове бываю. У меня там бабушка. Навещаю ее иногда. Это правильно. С родными надо видеться. А вы докуда? Вы уже сказали. Любите путешествовать? Я? Не очень. Хотя со вчера едете. Я с Екатеринбурга. Получается, у вас путешествие. Да какое там путешествие? Просто 2 города. Ну почему же? Вы за эту поездку преодолеете путь как от Бельгии до Польши через всю Германию, а вы говорите 2 города.
Ну, значит, путешествую. Улыбка вам больше идет. Как-то вы грустно выглядите. Что-то случилось? Ну, много чего случилось. Так вышло, что теперь одна, и все делать тоже приходится одной. И жить, и учиться, и... Это сложно. Кроме бабушки никого нет? Нет. Как вас зовут? Светлана. Свет, наверное, ваше поколение не любит общаться с нашим. Как погляжу на современных детей, но наше поколение похоже во многом. И я не знаю, это хорошо или грустно. У вас одиночество, я прекрасно это понимаю, но и нам пришлось пройти через полный кошмар. И у нас тоже никого не было. Так что я вас понимаю. У нашего поколения много опыта жизни в одиночку. К сожалению, многие не используют его, чтобы помогать другим, но лично я многое понял. Не без чужой помощи, конечно, но теперь... Теперь у меня есть все. Семья, работа, спокойная жизнь. Вы даже не представляете, насколько это ценные вещи. Я хочу, чтобы они были у всех. А что было у вас раньше? О, это долгая история. Боюсь, словами я и капли той жести, конечно, не передам. Ну, вот представьте, что все ваше детство вам рассказывает. Что все люди вокруг вас ваши друзья, вас ценят, вы друг друга уважаете, и все вместе вы строите идеальное будущее, которое скоро настанет. Вы это видите, люди помогают друг другу, прогресс, каждый день что-то новое открывается. Ну, в один день учителя говорят, что это все чья-то глупая шутка, что невозможно достигнуть этой мечты, хотя вы верили, вы думали, что все будет хорошо. И вот вы уже не можете купить булку хлеба. Все, о чем вы мечтали, разрушено, а потом голод и дележки предприятий, среди которых я жил, которые были построены совместным трудом моих предков. Каждый день как на войне. Приезжают одни, стреляют в охрану, теперь это их предприятие. Приезжают другие, то же самое. Страшно было на улицу выйти, а ведь приходилось. Есть-то надо что-то. И самое грустное, каждый сам за себя. Так что я вас понимаю. Гораздо сильнее, чем вы можете себе это представить. Знаете это чувство, когда вроде все наладилось, а потом стало только хуже. Знаю. И у нас также. Стало немного легче, стали потихоньку адаптироваться, а потом дорогие партнеры вмешались. Война в план на жизнь вообще не входила. Война? В Чечне? Пришлось там побывать. Мягко сказать, неприятно. Кошмар. Я это все к чему? Я смог выбраться из такого, хотя был один. И поэтому я более чем понимаю, какие у вас проблемы у молодежи. Кто-нибудь с высоты моих лет сказал бы, что вы просто выделяете со своими депрессиями всякими. Внимание хотите просто, ну... Я действительно вас понимаю, у меня сын тоже часто грустил, и... Я не сразу заметил, что у него проблемы. Какие проблемы? Ему нужно было больше времени. Моего времени. Это очень грустно. Слышали поговорку «лучше поздно, чем никогда». Я многое переосмыслил в жизни, я стал уделять ему больше времени, больше общаться, можно сказать, стал дружить с ним. И это оказалось несложно. Несложно изучать интересы, несложно просто общаться и стать другом. Теперь я знаю, кем он хочет стать, помог ему найти знакомых по интересам, хороший колледж, теперь у него есть хорошие друзья. Он всегда веселый и... Часто слышу, что я хороший отец. Я думаю, у вас тоже получится найти друзей. Вы часто общаетесь с людьми? Нет. Стесняетесь общаться? Ну, можно и так сказать. Привыкли быть одни. Да. Это нужно исправлять, мой вам совет. Попробуйте поискать людей со схожими интересами. У вас есть хобби? Мой рисует, вот. О, я тоже рисую. Ага, покажете? Да, где-то тут мой скетчбук.
Аниме рисуете? Да, почти. Красиво. У меня сын тоже такой рисует. Смотрели всякие аниме вместе. Повседневные мне почему-то больше нравятся. Мне тоже. С сюжетом тоже много классных есть. Но в повседневных будто, не знаю, своя атмосфера какая-то. Добрая. Там показывают то, чего мне так не хватало. Мне, наверное, тоже. У вас все наладится. Главное, больше общайтесь, не стесняйтесь начинать разговор. Вот. Если бы я с вами не заговорил, так бы и сидели до Саратова в печали. А сейчас смотрите, как бы веселили. Да, есть такое. Как красиво. Начинаешь понимать русских поэтов. А вы любите поезда? Конечно. Комфортно, уютно, поспать можно. Чай попить. А на машине такие расстояния ездить, ну, тоже прикольно. Ну, очень трудно за дорогой следить постоянно. Опасно. Ноги болят сидеть столько, а тут устал сидеть, лег. Устал лежать, встал. Да, обожаю поезда. Это так уютно. Можно ничего не делать, смотреть в окно. Или завернуться в одеяло и спать. И укачивает. Так прекрасно. И необычно чувствуется. Ты вроде не двигаешься, сидишь в некой комнате, но все вокруг движется. И преодолеваешь огромное расстояние, хотя при этом вообще не двигаешься. Вологда. А, мне на А. И чтобы российский город. Абдулино. Орск. Киров. Владивосток. Красноярск. Казань. Оканчивается на мягкий знак, на нему нет городов. Вы проиграли? Нет, я на букву Н. Нижний Тагил. Липецк. Опять на К. Константинополь. Это Турция, его так век назад называли. Сейчас это Стамбул. А, тогда Калининград. Дербент. Это где вообще? В Дагестане. А, Дербент. Ташкент? Нет, это Узбекистан. Тавда? Арамиль. Опять мягкий знак. Да не мягкий знак. Ленинград. Я думал, Санкт-Петербург. Так больше не называют. Ну, тогда Лондон это Великобритания. Лас-Вегас тоже нет. Липецк. Уже был. Было приятно пообщаться с вами. Нет проблем. Спасибо. Не за что. Не тяжело будет до бабушки нести. Нет, тут с вокзала такси. Ну ладно, как знаете. Заканчивается посадка. На скоростной поезд. Маршрут.
Счастливого вам пути. И вам тоже. Сообщение.